Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео расскажу вам о том, как можно поменять на автомобиле ЗАЗ 1102, 1103, Таврия, Славута, Дана упорный подшипник передней стойки. Вот уже проехал 120 тысяч, но начал что стучать в верхней части левой стороны, левой подвески. Я сейчас попробую разобраться, в чем же проблема. Для этого нам необходимо машину сначала подвесить, переднюю часть, подомкратить, и после этого снять переднее левое колесо, если меняется передняя стойка. Продолжим. Распрямляем шплинт, который фиксирует палец наконечника левой рулевой тяги. После этого откручиваем гайку. Откручиваем ее не до конца, потому что здесь будет съемник ставиться, ему нужна будет опора не на резьбу, а на гайку. И берем специальный съемник. В прошлом видео не показал, как это делается. Показываю в этом. Вставляется сюда, в эту щель, и упирается в основание. Теперь будем выпрессовывать палец. Оп. Вот. Наконечник рулевой тяги вышел с своего посадочного места. Откручиваем гайку до конца и снимаем палец рулевой тяги. Теперь необходимо отметить здесь, в этом месте, местоположение гайки регулировочной и открутить два болта снизу. Я процарапаю на корпусе эксцентрика и на передней подвеске линию, которую потом необходимо будет совместить, для того, чтобы ритуал схождения не нарушился. Можно сделать в двух местах контрольно. Это можно делать краской и любым удобным для вас способом. Все, теперь откручиваем две гайки крепления передней подвески. И после этого опускаем ротный кулак вниз. Вот. Теперь можно откручивать верхние гайки. Откручиваем три гайки, которые крепят переднюю подвеску к корпусу. И вынимаем вниз подвеску. Вот таким образом. Вот наша подвеска. Подшипник расшатанный.
Она стоит вот под уклоном. Можно приступить к установке ее на место, на автомобиль. Делаем все то же самое, только в обратном порядке. Заводим на место и подсоединяем. Ставлю на место подвеску. Заводим и закручиваем верхней гайкой с эксцентриком. Ставим в том положении, в котором она была до этого. И затягиваем аккуратно. Удерживает закручивание болты. Все затянуто. На верхнем болту есть регулировочная шайба, которую необходимо поставить эксцентрик. Поставить нужен болт. Здесь есть с ним небольшая такая выемка. И закручиваем. Хорошо протираем тряпочкой выступ с пазом и смазываем с помощью графитной смазки сам палец. И после этого проверяем его работоспособность, заводим его в паз, закручиваем гайкой и затягиваем до полной посадки на свое место. Все, теперь необходимо его зашплинтовать шплинтом, который мы сняли. Расплинтовываем по обе стороны. Вы были на канале Дело Мастера. Боится смотреть видео о том, как можно снять и установить на место стойку передней подвески автомобиля Славута ЗАЗ-1102 Таврия Нова Дана. Это очень легкое занятие и под силу каждому автолюбителю. Будьте с нами, подписывайтесь на канал, ставьте свои замечания, лайки и комментарии. Всем пока!